Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Просто поражает, с какой скоростью компания Bliss выпускает свои плагины. И каждый раз что-то уникальное и новое. Вот только недавно я обозревал их новый Granulizer. Кстати, если кто еще не видел, обязательно посмотрите. Как тут раз и выходит еще одна новинка. На этот раз Bliss порадовали нас очень креативным питч-секвенсором, питч-шифтером и тейп-стопом в одном наборе. Это то, что лично я давно уже искал на iOS. И сегодня мы посмотрим, на что способен этот зверек. Также сегодня разыграю 3 бесплатных кода на этот эффект. Для участия необходимо подписаться на мой YouTube канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно написать комментарий под видео и быть участником iOS комьюнити Мус Яблоки, ссылка на него в описании под видео. Большое спасибо Bliss за любезно предоставленные коды для этого розыгрыша. Также у меня сегодня есть 2 новости. Первая, Мила выпустил новый релиз, это очень красивый даунтемпо трек, ссылку на него вы найдете в описании. Всем рекомендую послушать. И вторая новость, Илья Чертков, создатель Мус Яблок, написал очень интересную и полезную статью, в которой сравнивает 2 топовых сэмплера под iOS, Koala и Flip. Ссылку на статью вы также найдете в описании под этим видео. Ну что, давайте начнем обзор. Перед началом разбора плагина, давайте послушаем заводские пресеты. Для изучения плагина я использую синтезатор Alpha. Записал такую простую мелодию. А также барабанный луп. Добавлю Slow Machine. Плагин разделен на 3 секции, которые называются Slow Down, Time Stop и секвенсор. Давайте начнем со Slow Down, самая интересная функция. Кнопка State — включение и выключение блока. Drive At — это подмешка обработанного и сухого сигнала. Давайте уберем в 0, запустим наш звук. Сейчас мы слышим исключительно обработанный сигнал. Ну и давайте разберемся, какие основные функции здесь есть. Начнем с параметра скорость. Сейчас мы слышим, что наша мелодия ровно в 2 раза спущена по питчу, и нота воспроизводится в 2 раза медленней. Можно сделать в 4 раза медленней, на 1/3, на 2/3 и 3/4. Давайте оставим как раз 1/4. Следующий параметр Loop Size — это размер повторения, размер лупа. Сейчас явно видно, что в 1 такт весь наш музыкальный фрагмент не помещается. Если я поставлю, допустим, 4 такта, то теперь явно слышно, как все 4 ноты помещаются в 4 такта. И внизу мы видим фильтр, в котором мы можем отфильтровать определенную часть обработанного сигнала. Поставлю скорость 1/2. Размер лупа выставлю короче.
еще короче. И вот этот параметр Fade создает Fade in, Fade out, то есть немножко смазанное начало и конец по громкости. И вот теперь явно слышно, как повторения звучат более мягко. Очень интересный блок, много классных экспериментов можно получить. Следующий блок Time Stop. Давайте посмотрим, как он работает. Вот эта большая кнопка триггер. Нажимаю ее. Отпускаю. То есть эта функция имитирует кнопку Stop на виниловом проигрывателе. Параметр Mod определяет, какой будет алгоритм остановки. То есть резкая остановка, плавная остановка и плавный выход. Плавная остановка и резкий выход. Резкая остановка и плавный выход. Параметр Speed вручную замедляет скорость воспроизведения. И кнопка Hold удерживает стоп в определенном месте. И кнопка включения-выключения. А также есть вот такой интересный секвенсор, в котором мы видим так называемые 16 стоп-шагов. Первым делом давайте сделаем длину не 16 шагов, а допустим 4. Я тяну вот за эту точку сверху. И мы слышим, как со скоростью 1/16 такта происходит вот такая вот интересная модуляция питча. Вот здесь снизу видим кнопочки, которые изменяют режим огибающий. Таким образом будет вверх подниматься огибающая. Вот это алгоритм спад сверху вниз. И ровная линия. И вы уже обратили внимание, что я произвожу какую-то манипуляцию в первой ячейке, и в четвертой ячейке мы видим, что окончание соответствует моим манипуляциям в первой ячейке. Это потому, что включена вот такая огибающая, она как цепь примагничивается к соседним ячейкам. Если я, допустим, везде поставлю вот такую пилообразную форму, то каждая ячейка теперь независима, и я могу настраивать ее огибающую. Обратите внимание, что на линии есть размеры четвертей. Кнопка Snap Grid примагничивает к этим размерам. То есть таким образом очень удобно наш pitch down примагничивать к определенному размеру сетки. Давайте далее разберем этот интересный режим уже на барабанах. Также поставлю 4 шага и выставлю везде линейную огибающую. Snap to Grid. Скорость поставлю 1/8. Ручкой Mount можно настроить влияние питча, то есть сократить влияние. Допустим, сделать совсем чуть-чуть. Или максимальное влияние. В данном случае 0 будет абсолютной остановкой. Рандомность. Рандомизация параметров, то есть мы видим, как эти точки превратились в рандомные значения, то есть каждый раз будет происходить немного отличающиеся изменения. Ну а также параметр Fade, который сглаживает начало и окончание между переходами. И также параметр Drive Add и кнопка включения-выключения. Ну и, конечно, есть кнопка рандомизации. Иногда, кликая на эту кнопку, можно получить очень непредсказуемые и интересные результаты. Вот такой простой и одновременно интересный креативный плагин сегодня изучили. Если это видео было вам полезным и интересным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и не забудьте написать комментарий. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.